Всем привет, меня зовут Татьяна. Вы находитесь на моем канале, посвященном вязанию крючком. Но сегодняшнее видео будет не о вязании, а о том, как сшить подкладку для вязаной сумки. В данном случае у меня вот такая вот квадратная сумочка из рафии. И сейчас я буду делать для нее подкладку. Для этого мне понадобится отрез ткани размером 60 на 140 сантиметров. Размер моей сумочки 36 на 32 сантиметра. Ну, в принципе, сюда хватит и отрезочка поменьше. Можно взять 140 на 50 сантиметров. Далее, также мне понадобится сантиметровая лента, ножницы, нитка с иголкой. Также я буду делать два кармашка в своей сумке, и один из них будет на молнии. Эта молния у меня длиной 20 сантиметров. Нет, даже 16 сантиметров. Вот такая молния, неразъемная, специально для кармашков. Также мне понадобится линейка и швейная машинка. Сшивать я это все буду на швейной машинке, но если ее нет, то можно и сшить вручную. И также нам понадобятся портновские булавки, без них нам не обойтись. Итак, прежде чем приступить к раскрою подкладки, мне необходимо снять мерки со своего изделия. Моя сумочка состоит из 3 деталей, соответственно, подкладка у меня тоже будет состоять из 3 деталей. Значит, это будет 2 квадрата, 2 квадратных детали и одна вот такая вот длинная полоска для боковой части. Смотрите, если вы присмотритесь, то вы увидите вот здесь вот шов, с которым я соединяю детали сумки. Так вот, размер квадратных деталей я измеряю как раз по контурам этого шва. То есть мой квадрат у меня размером, ну, где-то 31 и 31. Значит, квадрат размером 31 на 31. Таких квадратов мне нужно выкроить 2. И измеряю боковую часть вот таким вот образом. Измеряю длину этой детали. Так, 94 сантиметра. И ширина боковой части 7 сантиметров. То есть вот эта боковая полоска у нас будет размером 94 на 7. Но важный момент, в каждой детали со всех сторон нам нужно будет добавить припуски на швы. Я буду добавлять по 1 сантиметру, соответственно, квадратные детали у меня будут 33 на 33. И полоска для боковушки у меня будет 96 на 9 сантиметров. Для своей подкладки я выбрала тонкую хлопковую ткань, то есть не подкладочную ткань. Подкладочные ткани я не использую для сумок. Я выбираю обычные ткани, из которых шьют одежду, вот, и использую их для подкладок. Значит, в данном случае у меня тоненький хлопок. И перед тем, как работать с тканью, мы ее проутюживаем, чтобы все детали нашей подкладки были ровненькими. Итак, я выкроила все необходимые детали, значит, 2 квадрата и боковушечка. Теперь, прежде чем сшивать эти детали, нам необходимо пришить на них карманы. Я буду делать 2 кармашка, один на молнии и один без молнии. Они будут пришиваться вот на эти квадратные детали. Если вы делаете также подкладку с кармашками, то вам необходимо перейти по ссылке в описании в другое видео и посмотреть его, либо жмите на подсказку в правом верхнем углу экрана. Если вы делаете упрощенный вариант без карманов, тогда остаемся здесь, не переключаемся.
Вот я уже пришила кармашки к своим двум деталям. Один вот такой на молнии. И один обычный накладной. Так, и сейчас буду сшивать детали. Но прежде чем сшивать, я свои квадраты вот здесь вот снизу немножко подрежу, то есть закруглю края нижние. Значит, смотрим, если у вас карманы, смотрим внимательно. Закруглить нам нужно нижние края. Вот, то есть, если у вас здесь вход в карман, то закругляем, соответственно, вот эти края. И здесь то же самое. Вот наш кармашек сверху. И вот они, нижние краешки. Вот так буквально немножечко срезаю. Так, и с этой стороны. Так. Теперь беру свою боковушку и пришиваю ее к деталям. Сначала беру один квадрат. Пришивать сначала буду обычным шовчиком черновым, просто иголочкой. Сначала пришиваю к одному квадрату. Значит, прикладываю друг к другу детали лицевыми сторонами внутрь. Здесь лицевая сторона, и здесь лицевая сторона. По изнаночной стороне делаю шов. Так, вот пришили один квадрат, разровняли. И точно так же пришиваем второй квадрат. Следим, чтобы вход в кармашек у нас был сверху, не путаем стороны. Прикладываем вот так вот лицевой стороной внутрь и здесь прокладываем такой же шовчик. Так, вот я пришила второй квадрат. И теперь вот здесь вот все лишнее можно срезать. Вот тут, смотрите, у меня немножечко неровно сошлось. То есть, сейчас покажу. Вот здесь вот, наверное, видно будет. Вот, видите, вот здесь вот немножечко повыше получилось. Получился край сумки. Ну, в принципе, тут полсантиметрика, я думаю, это не критично. Я сейчас просто это лишнее обрежу, но если у вас прям сильно не сошлось, то лучше переделать. Значит, где-то вы пришили что-то неправильно. Лучше распороть и перешить, потому что может сильно перекосить подкладку. Вот, у меня вот столечко не сошлось. Так, я сейчас вот таким вот образом подрежу. Так, все. Теперь сшиваю все это дело на машинке. Так, после того, как я все это прошила, удаляю лишние нитки,
Проглаживаю обязательно все шовчики, то есть проутюживаю всю подкладочку хорошенько. Вот, посмотрите, я их уже проутюжила, они стали такие ровненькие, аккуратненькие. Дальше беру сумочку и примеряю подкладку к сумке. Так, вставляем ее в сумочку. И смотрим, все ли у нас хорошо подходит, нигде ли не нужно ничего подрезать лишнего. Смотрим, как у нас подкладочка по высоте садится. Учитываем, что у нас еще будет здесь сейчас вот такой подгиб. То есть мы подошьем подкладочку немножко. И смотрим, все ли у нас хорошо вписывается. Так, ну у меня вроде бы все нормально подходит. Все по ширине прям то, что надо. По высоте тоже все хорошо. Так. И после этого можно уже сделать последний шов, то есть мы подгибаем нашу подкладочку. Да, еще можно вот эти шовчики, если они у вас очень большие и они вас смущают, можно их подрезать, оставить буквально полсантиметра, припуски вот эти вот, чтобы они у вас уже потом не создавали дополнительного какого-то утолщения внутри сумки. Вот. Особенно это касается толстых тканей. У меня, в принципе, ткань тонкая, мне, может быть, можно даже и не обрезать, но я все равно обрежу. Ну вот, собственно, у меня все готово. Я подрезала припуски, подогнула край, буквально 1 сантиметрик. Ну, буквально столько, сколько я оставляла на припуске. И на этом подкладочка моя готова. Осталось только пришить ее к сумочке. Ну что ж, пришиваем нашу подкладочку. Для этого нам ее необходимо вот так вот приколоть портновскими булавками к сумке. Значит, прикалываем ровненько все вот эти вот детальки, состыковываем друг с другом, то есть с нужными участками, то есть боковушечки четко состыковали. И здесь четко распределили по детали сумки подкладочку, чтобы везде все было равномерно. Вот, теперь можно приступать к пришиванию. Пришивать я буду обычной швейной нитью и тоненькой иголочкой. Вот, но вообще для таких целей я люблю использовать вот такую мононить. Она прозрачная. Вот видите, такая как тоненькая-тоненькая леска. И она подходит к любому цвету пряжи, к любому цвету подкладки. Помимо этого, она более прочная, чем обычная швейная нить. То есть для таких целей она просто идеальна. Но сейчас буду использовать цветную для того, чтобы вам показать, чтобы было хорошо видно на видео эту ниточку. Потому что с этой нитью вы можете не увидеть все настолько четко. Итак, начинаем пришивать, в принципе, с любого места, какое вам больше нравится. Я вот начну вот отсюда, с серединки вот этого участка, с серединки квадрата. Значит, что я делаю? Ниточка у меня здесь двойная, в 2 сложения. И узелочек, естественно. Узелочек этот нам необходимо спрятать под подкладкой. Вот, смотрите, я его спрятала вот в этом вот сгибе. Он у меня внутри. Теперь так, разворачиваем сумочку и пришиваем прямо к самому краю. Я, наверное, буду пришивать вот сюда, вот под косичку, вот под эту верхнюю. Значит, иголочкой подхватываем петельки и делаем вот такой вот маленький шовчик. Так, теперь разворачиваемся, смотрим, вот он мой шов. Так,
Вот на том уровне, откуда у нас в данный момент выходит ниточка, мы вводим иглу в подкладку. Вот сюда вот, в сгиб подкладочки. Иголочка внутри этого сгиба. И делаем вот такой вот шов вперед. То есть вот смотрите, здесь у меня получается такой шаг сантиметра полтора. Можно даже делать чуть поменьше, можно сантиметр делать. Так, далее разворачиваем сумочку. И снова на том уровне, откуда у нас выходит ниточка, мы вводим иглу уже в сумочку и делаем небольшой шажок, где-то полсантиметрика. Шажок назад. Так. Далее снова на том же уровне, откуда выходит ниточка, вводим иглу в сгиб подкладки. Так. И делаем большой шаг вперед. Каждый шовчик затягиваем. Ну, в разумных пределах, конечно, чтобы не затянуть до такой степени, чтобы все топорщилось. Так, теперь разворачиваем и маленький шажок назад. И вот таким вот образом мы пришиваем всю подкладочку. Этот шаг называется, по-моему, назад иголка. Вот, но он у нас при этом еще и потайной. То есть, ну, это обычный такой шов, которым, в принципе, мы, да, там зашиваем что-то, либо сшиваем какие-то, ну, также можно этим же швом сшивать детали подкладки. Вот. А здесь мы его сделали еще и потайным за счет того, что мы вот здесь вот ниточку прячем в сгибе подкладки. Ну и вот так вот постепенно булавочки мы убираем и пришиваем подкладочку по всему периметру. Итак, я уже подошла к завершению, и сейчас вам покажу, как я заканчиваю шов. Вот, все, я закончила пришивать подкладочку, и вот здесь захватываю какую-нибудь петельку вязаного полотна и делаю узелочек. Вот, делаю обычно 2 или 3 узелочка, здесь у меня уже 2, это был второй, думаю, что достаточно. И вот таким вот образом протягиваю нить между петельками. Так, все, и вот здесь вот отрезаю, здесь уже можно ее отрезать прямо под корень. Все, смотрим, что у нас получилось. Сюда, кстати, можно еще пришить магнитную кнопочку, чтобы сумочка закрывалась. Все, на этом наша сумочка готова. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если видеоурок был для вас полезен, обязательно ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.